Добрый день, подписчики и гости моего канала. Сегодня я вам расскажу, как правильно разместить дом на земельном участке. Погнали! Приобретая участок, хозяин радостно стоит среди своих владений, размахивает руками и начинает: здесь будет стоять гараж, а вон там бассейн. При этом порой даже не подозревая, что есть правила, нормы и даже требования, которые ограничивают возможности строительства. Конечно, если место позволяет, то можно многое. Вместе с тем, правильно размещенный дом позволит избежать трудностей при эксплуатации, проблем при ландшафтном дизайне. Немаловажный фактор – комфортное проживание, которое может быть достигнуто с учетом всех правил расположения дома. Собственник земельного участка с значением земли для ИЖС перед строительством жилого дома обязан обратиться в орган местного самоуправления и взять разрешение уведомления на строительство, где расстояние от стены здания жилого дома до боковой границы участка должна составлять не менее 3 метров, при свесе крыши, а не более полметра. Также немаловажный фактор – это расстояние между домами. Здесь нужно опираться на класс пожаробезопасности. Эти нормы распространяются на жилые дома и на земельные участки для индивидуального жилого строительства. Правила расположения для дополнительных построек на участке, конечно же, иные. Допустим, баню, хозблок или гараж можно располагать не менее чем на 1 метре до границы участка. Важной и затратной частью возведения вашего будущего дома являются коммуникации. И, конечно, важно предусмотреть их до начала строительства. Грамотное проектирование до начала строительства позволит вам сэкономить. И, конечно, здесь тоже существует норма по расположению. Итак, рассмотрим правила расположения септиков на земельном участке. От дома 5 метров, от реки и ручья 10 метров, от дороги не менее 5, от источника питьевой воды не менее 20, от деревьев от 3, от водохранилища не менее 30. Далее, большое расстояние от септика до дома тоже нежелательно, так как необходимо обеспечить уклон от трубы 2 см на 1 метр, ведущий в септик. Камеры придется периодически очищать от твердого содержимого, поэтому следует позаботиться о том, чтобы к очистному сооружению могла подъехать техника ассенизаторов. По возможности лучше планировать установку септика вместе с мягким грунтом, это облегчит земельные работы, а также немаловажно, особенно если их планируется проводить вручную. Что касается системы водоснабжения, то по санитарным нормам скважина или колодец должны быть отдалены друг от друга на 5 метров от жилых помещений и на 25 метров от септика. То есть между колодцем и септиком должно быть не менее 25 метров. Ориентация по сторонам света. Не секрет, что жилой дом, а также хозяйственные постройки следует размещать так, чтобы они давали как можно меньше тени, чтобы их длинная ось была ориентирована на юг, а они располагались ближе к северной или к северо-западной части участка. Идеальное расположение дома на участке по отношению к сторонам света такое, при котором солнце с восхода до заката заполняет своим светом и теплом целый дом. Однако расположить дом таким образом удается далеко не всегда. Хорошая ориентация дома по сторонам света – это южное и юго-восточное направление. Все направления обладают своими преимуществами и недостатками, их надо знать. Южная сторона дома считается самой благоприятной и ценной. Здесь лучше всего располагать залы, игровые комнаты, веранды, зимние сады. В качестве защиты от длительного и глубокого проникновения солнечных лучей можно использовать зеленые наслаждения, жалюзи, маркизы и удлиненные козырьки крыши. Север является малосолнечной стороной. Освещение, как правило, равномерное, но достаточно скудное. В северной части следует располагать кухни, котельные, гаражи и другие хозяйственные помещения. Восточность прекрасно освещается в утренние часы, великолепно прогревается летом и очень быстро остывает зимой. В восточной зоне лучше всего расположить рабочий кабинет, спальни для тех, кто привык рано просыпаться, или столовую. Перед окнами лучше всего разбить газон и посадить декоративные низкорослые кустарники. Самой ветреной стороной, которая постоянно подвергается воздействию атмосферы осадков, является западная. При этом на второй половине дня здесь буйствует солнце. Помещение залито светом и, соответственно, раскалено до предела.
Смягчить подобное явление можно за счет высадки деревьев. В задной зоне лучше расположить гостиную или спальню для тех, кто любит поспать подольше. Надеюсь, эта статья была полезна для вас и изменила представление о простом, на первый взгляд, выборе места для разведения своего будущего дома. Правильное расположение дома сделает комнаты светлыми, позволит сохранить тепло, повысит пожаробезопасность и просто даст возможность сэкономить на строительстве. Всем спасибо, до скорых встреч!